Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Ну что, будем творить сегодня контент, потому что я вижу, есть Дух Пятерка, Джакира и Тайт. Мы можем сделать керри аппарата. Причем очень и очень сильного керри аппарата можем сделать под проказ драконов. Возможно, даже если здесь есть Зевс, то мы можем поставить себе 5 драконов, 6 богов. И дальше много-много чего еще интересного. Ну, короче... Присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам дня. Мы будем творить контент и будем водой сегодня. Будем изучать водные искусства. Будем принимать любую форму, в зависимости от того, что будет приходить. Ну, ребят, перед тем, как, скажем так, пристроиться вам поудобнее, не забудьте поставить свой лайк. Подписаться, кто не подписан. На мой телеграм тоже подписаться, кто еще не подписан. Ну и поддержите, соответственно, своим комментарием по итогу этой игры. Насколько она понравится и все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, будет... Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это будет очень эпичная игра и довольно-таки, ну, наверное, стандартная даже. По шаблону, скажем так, будет. Потому что 5 драконов через Духа Пятерку, через контроль, через Тайда, это прям... Ну, это прям очень много урона. Тут еще и реликвии, кстати, классные. Тут есть аптечка священника. Если старт у меня сейчас будет и дальше такой хороший, как сейчас приходит, то... Пандочка. Сюда. И гоблина-убийцу берем. Красота. Еще и клевер упал с первого раза, прикиньте. Давно мне так не приходило. Давно. Угу. Кстати, я сейчас поставлю... И... Ладно, это был план. Ребята, это была не ошибка, это был план, поэтому я сейчас беру себе 4 уровень и сразу возьму себе 5 уровень и поставлю себе более-менее сильный стол. И я просто решил только поставить Тиника. Тинкера продавать я не захотел. Ух ты, ёперный театр. Ого. А что это за подгон такой? А что, так можно было? Ману плюс 50 мы берем. Мана плюс 50 мне понадобится. Возьмем 5 сразу себе. Чего уже мелочиться, правильно? Раз и уже не в инкаме 10 монет, можно спокойно взять и 5 уровень. Дай клевер. А можно мне всегда так будет приходить? Давай так, смотрите. Сейчас сила мысли, мои экстрасенсорные способности навангуют мне панду мага, нефритового генерала, хитреца и эмбера в 3 звезды. Погнали. Не, на самом деле, если мне сейчас будут так и дальше панды сыпаться, то я знаю, какую сборку мы можем здесь реализовать. Я думаю, уже много кто догадался, какую сборку. Если кто вдруг не догадался, то все просто. Все просто. Эта сборка называется... Ничего себе. Еще и обезьяна пришел. Сборка называется «Драконы плюс панды». Чисто драконы, чисто панды. И будем играть через прокаст. Я думаю, будет прикольно, необычно и будет интересно. По крайней мере, я на это рассчитываю. Поставлю на всякий случай сейчас снайпера. Ну, мало ли, снайпер, там, не знаю, с помощью снайпера мне присамонится вертолетик. Надеюсь. Я, кстати, тоже не один такой скилловый, там тоже пареньку упала панда маг. Поэтому я думал, я один такой, особенно в этой игре, но нет. Тут, по-моему, меня, кстати, сейчас аннигилирует чел на охотниках. Или не сможет. А, не сможет, прикиньте. Или сможет. Или не сможет. Прикиньте, не смог. Я думал, что он меня вынесет. Но это чисто из-за того, что у меня, ну, плотные фигуры. Не были бы у меня плотные фигуры, то он бы меня снес. Кстати, со снайпером сейчас попрощаемся, поставим цветку. Можно, кстати, будет трентуху взять. Если трентуху в 2 звезды соберу, это будет плотный танк, который будет подхиливать. Сложно. Не то чтобы сложно, но очень сложно. У чувака на первом месте уже 2-звездочный рукоохотник. Это печально. Это будет сложно. Это будет очень-очень сложно. Блин, а как же поступить-то? Мне хочется взять как бы бревно. В 10 монет я по-любому никак не выхожу. Как бы это мне пытал крутиться, вертеться, то мне в 10 монет никак не выйти. Только если обезьяну-то продавать.
Тогда я смогу выйти в 10 монет. А так, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Кстати, хочу немного вам похвастаться. Хотя не, я не буду сейчас хвастаться. Я буду хвастаться тогда, когда уже это действие придет. Сейчас я не буду хвастаться, но очень довольно-таки приятные новости есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, не сглазю. По крайней мере, я хочу в это верить. Но, скажем так, оставлю эту интригу для вас. Как вы думаете, что же там такое интересное и какая же это приятная новость? А ну-ка напишите в комментариях, что думаете. Что же это за такая приятная новость? Походу там чел такой, блин, с роли все деньги. Если придет мне хоть парочку двухзвездочных фигур, то я останусь в этой игре. А если не придет, ливнуть. Я его не осуждаю ни грамма. Ну, блин. Ну ладно. Окей. Так, где мои панды? Что это за фигня? 2 панды пришло и все? Еще панду давай. Обезьяна так хорошо идет. Мне нужен сейчас 6 уровень. Я поставлю себе еще одну обезьяну. И у меня будет, получается, 3 цветы. 2 обезьяны. Можно было бы, конечно, МК собрать в 3 звезды через гнездо Мамора, плюс здесь есть реликвия яиц, но если честно, хотя не, я давно не играл на обезьяне. Можешь попробовать обезьяну собрать? Хотя просто здесь, если чел на охотниках очень жесткий будет, то я вряд ли смогу реализовать обезьяну. Очень вряд ли смогу реализовать обезьяну, потому что, но... Чел соберет себе 9 охотников, и если моя обезьяна не успеет закасить палку, то все, она будет в углу наказана сидеть. Поэтому я думаю, такое. Я, если честно, вот, я думаю, вы уже прекрасно поняли, но кто вдруг не понял, скажу. Я не могу определиться со сборкой. Вот вообще не могу определиться со сборкой. Кстати, кто вдруг задается вопросом, почему я не купил боевой пропуск, то все элементарно просто. Во-первых, мне боевой пропуск сам по себе не нравится, а во-вторых, лишних денег нет. В этом месяце лишних денег нет. Но на самом деле просто там внешки такие, ну... Они не стоят того. Вообще не стоят того. Чел, походу, там на инсеках, кстати, собирается играть. Ну, там какая-то одна из сборок 100% будет. Либо же это будут... Хотя не, мне кажется, там будут тоже охотники. Либо инсеки. Сейчас чел ко мне на охотниках придет. Смотрите. 100%. Вангую. Проявляя экстрасенсорные способности. Чекайте. Давай. И винстрик я, естественно, проигрываю. Кто-то сомневался? Вот скажите, кто-то сомневался? Я ни грамма не сомневался. Вот так вот, ребятки. Да. Не, охотники на самом деле довольно-таки жестко триггерят. Особенно если там ранние 6 охотников собираются у твоего противника. Они чуть ли не любой стол забирают. Они не могут только забрать, наверное, это 6 воинов спокойно. Если там чел против тебя поставил 6 воинов, тогда 6 охотников могут тупо не справиться. Но все зависит от того, какой у тебя там условно керри. Если у тебя какой-то там хускар, то хускар с хорошими предметами спокойно этих охотников разваливает, переживает. И ты дальше можешь идти в винстрик и ну, просто топить винстрик. Ну, как-то это так работает. Я вот тоже на охотниках раньше любил стартовать, а сейчас я люблю рисковать. Кто не любит рисковать? Я думаю, все любят рисковать в этой игре. На самом деле в этой игре и нужно рисковать. Хочешь чего-то здесь достигнуть, просто рискуй, играй на эмоциях. Бесись от того, что кому-то приходит, а кому-то не приходит, вот прям как я. Я сейчас надеюсь, мне аптечка придет. С аптечкой можно натворить будет движа, можно в ранний уровень выходить. Хотя на самом деле я предпочитаю, знаете что? Я предпочитаю сейчас не идти в уровень. Блин, ну это соблазн. Сыграть на инсеках это соблазн. Я не буду сейчас брать реликвию, я немного подожду. А можно клевер еще один? Ну клевер, пожалуйста. Ладно. Нет так нет. Ну и ладно. Ну и не надо, больно-то и хотелось. Этот твой клевер. Что-то я хотел такое сказать, блин, что же я хотел такое сказать?
А, я говорил про беситься, как я. Беситься от того, что кому-то приходит, а кому-то не приходит. Вот и все, что я хотел сказать. Прям как я. Рискуйте, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь игрой. Плевать вообще на то, что кому как приходит и так далее. Ну ладно, не плевать. Ладно, нет. Когда ты множество раз откисаешь топ-8, это ни грамма не весело. И я говорил по поводу того, как я хочу сейчас поступить. На самом деле я сейчас вижу, что мне панды довольно-таки неплохо падают. Я, кстати, поставлю лучше 2 обезьяны. Мне кажется, 3 обезьяны будет намного лучше, нежели 2 панды магические. Я хочу сейчас идти в уровень. Вот так вот правильно мысль хотел свою закончить. Я буду идти в уровень, но аптечку я хочу получить на 20 раунде. И до 20 раунда я хочу сэкономить по максимуму себе хп. Чтобы просто потом это хп разменивать себе на 11 уровень, на 12 уровень. А так как у меня идея это все-таки играть через пандапад. Кстати, чел там на инсеках прям готовится играть. У него там уже есть 2 инсека, у него есть обезьяна сверху. Дэмс. Ладно. Так вот, план таков. Играем чисто на пандах. Играем чисто на драконах. Все. Я решил. Я рисковать буду. Если, соответственно, вы смотрите этот ролик, то значит у меня что-то в этой игре получилось. Ну, я думаю, по превьюшке все равно вы все поймете. Ай, ладно. Блин, ну я еще жду. Я на самом деле хочу взять реликвию яиц, потому что если мне сейчас очень много панд насыпет, и я смогу себе собрать одну хотя бы панду раннюю в 3 звезды. Ладно. Итак, сразу ставку. Давайте, ребят, сейчас ролик поставите на паузу после того, как я скажу, и напишите комментарий. На каком раунде он соберет себе Муэрту в 3 звезды? Все, пишем в комменты. Я ставлю то, что он соберет себе Муэрту довольно-таки рано. К раунду 25-му у него будет уже Муэрта в 3 звезды. Вот проверяйте сейчас мои слова, запомните. К 25-му раунду ставлю, а вы пишите, соответственно, в комментариях. Сможет ли он вообще вытащить что-то из Мамура или не сможет? И просто пишите, на каком раунде вы думаете, что он присумонит. Так вот, к 20-му раунду хочу, чтобы у меня было много хп. Получить аптечку и кайфовать. А реликвию я, наверное, все-таки возьму яиц, чтобы вот попробовать себе вытащить раннюю трехзвездочную фигуру с помощью... Чего ты такой живучий? А, у тебя 6 рыцарей. Ладно. Там антимаг уже найден. Идем в уровень потихоньку. Потихоньку, постепенно, уверенными шагами идем в уровень. Я надеюсь, что у меня получится все-таки раннюю трехзвездочную фигуру какую-то достать. От этого очень много зависит. Хотя бы магическую панду. Хотя на самом деле магическую панду я не очень люблю. У магической панды есть много своих приколов. Да, когда она на максимальную дистанцию начинает залетать и начинает там всех куролесить, тогда да. Эта панда просто разрывная. Но когда эта панда начинает оставаться 1 на 1, то забей. О, кстати. Сейчас антимагу такой прикольчик. Чисто присосался к моей обезьяне и так... Какая же ты падла. Панда, просто падла на убийце гоблине. Вы видели, что он сделал? Он закинул свой сюрикен именно в ту обезьяну, которую бил вражеский антимаг. Это, конечно, ему не помогло, но все же. Мог кого-то другого закидывать. И инсеки так хорошо идут. Вот на самом деле сейчас настолько абсурдный стол у меня. У меня, по сути, ничего нет, да? По сути. Но, тем не менее, у меня хорошая экономика, много хп, я еще каким-то чудом выиграю раунды. Дай клевер! Ну нет так нет, ладно. Я не обижусь. Нет так нет. Хочу усиление в виде панд. И я хочу... А на самом деле, какой я хочу предмет 2-го тира? О, ну да, ну да, ну да, ну да. Там чел на 7-м уровне имеет уже ДК. Сильно. Ну ладно, мне грех жаловаться, у меня панд куча. Окей, ладно, все. Раз у него ДК, все такое, у меня миллион панд. И я, в принципе, этому рад. Такой обмен меня устраивает. Теперь, панда, давайте еще почаще падайте. Да почаще-то падайте, ну пожалуйста. Ну чего такие жлобы-то, а?
Кристалл маны плюс 50. Да надо брать кристалл маны плюс 50. Пригодится. Во многих ситуациях кристалл маны плюс 50 пригодится, потому что я еще пока что не ставлю себе синергию драконов. И пока не поставлю синергию драконов, мне мана нужна. Я все-таки думаю взять реликвию яиц. Да, возьму. Я в шоке с его стола. ДК, Кунка, он пусть еще и котла найдет себе довольно-таки рано в 2 звезды. Чтоб я вообще офигел. Так, давайте. Все вместе держим за меня кулаки, что я сейчас найду усиление. Кстати, чуть не забыл. Вот кто не подписан на мой телеграм-канал, то в своем телеграм-канале я сделал анонс нового героя. Поэтому, ребят, давайте. Кому интересно, залетайте в мой телеграм-канал. Там анонс нового героя. На самом деле прикольно то, что они решили Бейна реализовать из Доты. Но я думал, что немножко по-другому это как-то будет. Но, в принципе, меня устраивает то, что они там сделали с новым героем. Анонсированным. Короче, поставлю себе баф людей, чтобы как можно быстрее выходить в уровень. Цветок продам. Мне тупо надо как можно быстрее взять 10-й. И уже от 10-го начинать там потихоньку ролить, потихоньку что-то доставлять, потихоньку что-то собирать. Короче, вы меня поняли. Но я надеюсь, что все-таки мне придет усиление по пандам. Пока что что-то усилений на горизонте не видно. Но я и без усилений пока справляюсь. Там тоже у меня конкурент появился, который пандаманов вытаскивает. Да дай мне панд, ну пожалуйста, ну что такой жлоб-то, а? Мне нужно усиление, ты посмотри, сколько панд стоит. Молодой, горячий. Поставлю, кстати, баф магов. ДК немножко пусть постоит на чили, на расслабоне. Так, вот сделать вот так. Охотник огромный. Очень огромный охотник. Угу. Неприятно будет против него играть. Но это пока что чистый... Вот был бы у меня сейчас нефритовый генерал в 2 звезды, то, скорее всего, я бы его выиграл. Хитрец еще один пришел, хорошо. Пока что реликвию яиц не буду использовать. В этом нет никакого особого смысла, поэтому пока что без реликвии яиц. Чисто так сидим. Хотя можно было бы, но нет. Я хочу реликвию яиц юзнуть тогда, когда у меня будет уверенная тройка, грубо говоря, готовая. То есть мне нужна панда в 2 звезды и еще 2 панды такого же плана. Я тогда буду использовать реликвию яиц и соберу себе пандочку в 3 звезды. Кайф? Я думаю, кайф. Я уже 8 уровень, даже больше. Скоро 9 будем брать. Ну что? Давай аптечку. Наверное. Я на самом деле не совсем уверен, то, что мне нужна аптечка. Можно даже реликвию Маморы поставить. Будет тоже неплохо. Снесли меня немножко. У меня уже 65 хп, я не знаю, я не особо вижу рентабельность в том, что буду разменивать свой хп. Хитрец 2 звезды пришел, по кайфу. Плюс еще один клевер. Мало клеверов не бывает. Ставлю ШД, потому что ШД на самом деле он жесткий перс. Он сейчас накинет свой дебаф на этих урс, и там урона будет тьма тьмущая. Вот, смотрите внимательно, короче. Надо еще понемногу драконов покупать. Потому что в скором времени мне нужно будет пересобираться. Перетрансформироваться. Чисто трансформер такой. Рандомить не буду. Не хочу.
На это есть у меня веские причины. Если я сейчас за рандомную реликвию, какой-то бред упадет. А я не хочу, чтобы мне какой-то бред падал. Поэтому я возьму себе мастерскую бум по итогу. По итогу. Чи может подождать, попробовать. Может, ну, придет что-то другое. Да, чел там сильный, конечно. Ну, я думаю, надо брать мастерскую бума все-таки. Двойных мобов я не затащу, у меня еще слишком слабый стол. Я не факт, что если... Ну, если сейчас мне усиление по факту не будет приходить, то не факт, что на 25-м раунде я смогу затащить мобов. Ой, далеко не факт. 8 из 9 Мамора? Серьезно? 21 раунд. 8 из 9 Мамора. Серьезно? Ну давай, сейчас на следующем раунде достанем Муэрту в 3 звезды. Давай, я жду, я смотрю. Я наблюдаю. Эх, на тоненького. Ну давай. Ну, раз не на этом, значит на следующем раунде. Меня здесь, кстати, сюрприз ждал. В виде усиленной пандочки. Это хорошо. Это очень хорошо. Еще и панда-убийца падает, что тоже круто. Ладно, продаем, короче, этих жрецов. Напрочь мне ненужных. Итак. Достанет же он Муэрту или не достанет? Я почему-то уверен, что он достанет сейчас Муэрту. Нормально так панда наносит урона. На секундочку-то. Я почти, кстати, этому чуваку винстрик сбил. У него 10 винстрик. Пивная панда так хорошо идет еще. Но пивная панда мне не нужна. Мне нужна хитрец, магическая. Нефритовый генерал мне нужен вдвойне, чтобы побольше будет. Да есть куча панд, которые мне больше необходимы, нежели те, что панды мне сейчас падают. Я пока, если что, не говорю по поводу тех предметов, которые буду собирать. Но, скорее всего, я буду играть... Кто там давно не видел, как Муэрто в 3 звезды фигуры приносит? Вот, без смс и регистрации чел просто на 23-м раунде себе находит Муэрто в 3 звезды с помощью Мамора. Второй чел нашел себе Лича. Вот так вот. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Скилл да и только. Аганимчик в паке, кстати. Неприятно будет. Ой, как неприятно будет. Короче, скорее всего, я буду здесь играть через хитреца. Вряд ли через какую-либо другую панду. Кстати, нефритовый генерал пришел, это хорошо. Вряд ли через какую-либо другую панду я буду играть. Скорее всего, это будет все-таки хитрец. Потому что там будет немного синергии кунг-фу, все такое. Поэтому я думаю, что все-таки я буду играть через хитреца. Можно будет доставить себе синергию кунг-фу полную. Можно будет себе что еще сделать. В принципе, особо больше ничего ты не придумаешь. Ну, короче. Предметы мне нужны такие. Посох 3-го тира обязательно. Скорее всего, мне нужно здесь шарбезный. А лучше всего, чтобы у меня был шарбезный и БКБ. 2 ультра-мега сильных предмета. Ну, чел тут с помощью... Вот. Ну, не с помощью леча, ладно. Ну, вынес. Ну, ладно. Надо, скорее всего, здесь будут в этой игре морские. Кстати, я мобов-то затащу хотя бы. Мне что-то мое сердечко подсказывает, что мобов я могу не затащить. Ох, как мое сердечко мне подсказывает. Что сейчас я полный рот болтов получу себе.
3 дракона. На секундочку. 3 дракона мага. Интересно. Но один чел просто играет на драконах. Через Эмбера. Но меня смущает очень сильно этот охотник. Он огромный. Он может себе, в принципе, поставить еще сверху 4 морских. Он защитится от этих драконов. Но тоже. Если мне хорошо придет, то я спокойно его должен забрать. По идее. И от моего воздуха. Вот, блин. Знаете, какую я ошибку сделал сейчас на 25-м раунде? Инвокер. Вот, а тут маги дракона могут очень опасные быть. Да. Какую ошибку я вот сделал на 25-м раунде? Как вы думаете? Ну, зато мне повезло. Мне упал шар бездны. Рандомным предметом, на секундочку. Рандомным предметом упал шар бездны. Тот предмет, который, ну, в действительности мне понадобится по игре по итогу-то. Хорош. Короче, все просто, ребят. Я сделал ошибку следующую. Я все время забываю о том, что мне нужно ставить на 25-м раунде на правую часть своих героев, а не на левую, чтобы они в первую очередь уничтожали правого героя, потому что, ну, правого моба, потому что именно правый моб имеет предметы. Вот я все время за это забываю, все время. Ладно, это профдеформация, скажем. Так, сейчас не спеша ролим, ищем драконов. Так, 2 дракона, ну 3 дракона у меня уже есть. 4-го. А, пора 4-го найти. А, пожалуйста. Ну, по всей видимости, без пожалуйста. Ладно, аппарата пока что оставим. Пусть аппарат стоит в уголку, отдыхает. Да ты глянь, ну ты посмотри на это. 4 дракона есть, 5-го не найду. Ладно. Ой, как же мало у панды урона, если она начинает впритык дамажить. Невероятно мало урона. Надо предмет искать. 3-го тира. О да. О да, детка, наныл. Наныл. А кто здесь наныл? А я здесь наныл. Так еще какого дракона я наныл? Я наныл себе целого Джакира на секундочку. Обалдеть. Ну, погнали. Давай. Посох 3-го тира. Мифриловый доспех — это обалденная вещь, но не надо. Ну, в принципе, наследие духа огня 50 на 50, скажем так. Не супер хороший предмет наследия духа огня, но, в принципе, пойдет. Пойдет, потому что у хитреца у меня будет очень много урона. Че там кунку в 3 звезды делает, там корабль нереально много урона накидывает. Это неприятно. 1300 урона, если что, только что нанес его кораблик. Я ж надеюсь, он меня... Мне показалось, что он меня сейчас ваншотнет. 9 охотников там, кстати, собрал охотник, то, что я и говорил. Еще на Муэрте, кстати, у него хороший предмет упал. Это Мьёльнир. А, аж в глаз что-то попало. Жизнь! Блин, какой у него там вкусный винстрик, боже. Я так хочу этот винстрик у него отнять. Да я думаю, многие бы хотели такой винстрик у него отнять. Свен по игре, кстати, есть. Но мы играем на контент, правильно? Поэтому что мы делаем? Правильно. Мы играем чисто на той задумке, которую я говорил изначально. Это драконы плюс панды. Ну и какая-то панда будет керри. Или не будет керри. Короче, посмотрим. Чел там не может определиться. Или это другой чел? А, это другой чел. Я хотел сказать. Чел не может определиться, кого ему аганим-то закинуть. Ой-ой-ой. Как хорошо. Как же сыпет по предметам. Это нам надо, это мы берем. Давай, пожалуйста. Посох. Посох, дай посох. Посох 3-го тира. Посох, пожалуйста. Пожалуйста. Да! Чуть из трусов не выпрыгнул.
От радости. Не, это хорошо, что я вторым слотом, ну как вторым, второй раз рольнул и нашел предметы. Необходимые мне. Нет, чел пока что на охотниках огромный. Я, кстати, сейчас, если что, всех своих ребят ставлю на последнюю линию, чтобы охотник по итогу немножко прыгнул ко мне. Чтобы у меня было немножко пространства, чтобы мой хитрец по итогу-то начал прыгать по его героям. Потому что если этот герой будет стоять в самом углу, то хитрец, магическая панда, они дамажить не будут. Вообще. Хоть ты тресни. Как же хорошо мне предметы падают. Ай-яй-яй. Кстати, а магическая панда-то, походу, больше дамажит урона сейчас. И хитрец идет, и Джекира идет. Но я этому только рад. У меня еще есть неактивированная реликвия яиц. Тут, кстати, еще есть рейд ночных зверей. На секундочку. Ого. Ого, там паренечек. Кунка, варлок. Сильный, заряженный. Можешь попробовать найти Аганим. Но Аганим даст мне нереальный прирост по урону. После третьего тира у меня есть, а вот Аганима у меня, к сожалению, нету. Я думаю, стоит все-таки поискать Аганим. Там Лич в 2 звезды уже. Боже, как они Лича находят 2 звезды так легко, я не понимаю. Кому душу продать за то, чтобы вот так вот легко Лича находить? В 2 звезды. Я почему-то говорю. Вот сколько времени я там потратил. Кстати, рейд ночных зверей упал. Слава богу. Сколько времени я тратил на то, чтобы попробовать записать этого Лича неблагодарного. А этот Лич неблагодарный тупо мне не шел, хоть ты тресни. Инвокер. Ну, ладно. За реликвию яиц мне упало одно яйцо. Ну, пойдет, пойдет. Пойдет. Хотелось бы, конечно, немножко больше. Ну, вот прям так на полшишечки. Но чему не бывает, тому не бывает. Так, кстати, вот против меня чел на драконах, который нашел инвокеров. Ой-ой-ой, какие у него хорошие легендарки. О-о-о. Нормально там чел, заряженный. Вопросов к нему не имеется от слова совсем. У него Аганим. Ой-ой. ЕМП по КД закидывает, кстати, заметьте. 4 раза ЕМП закинул. 5 раз ЕМП закинул. И 2 раза обезруж. Это то, что я увидел. Сильно. Оп, яйцо. Сюда. Я думаю, от одной панды мне придется отказываться, скорее всего, от нефритового генерала. Что-то очень плохо идет у меня. Я, кстати, сейчас попробую закирить магическую панду, посмотрим, как оно будет. Потому что от нее что-то как-то урона побольше прилетает, нежели от кого-либо другого. Панду, наконец-то, пивную в 3 звезды собрал, хорошо. Кстати, пивную панду имеет смысл собирать в 3 звезды чисто на сдачу. Потому что на самом деле от этой панды довольно-таки много урона, если в этот момент прилетит туда какой-то урон под его пиво. Она начинает поджигаться, начинает дамажить, и есть вероятность, что сработает синерия кунг-фу. И почему-то именно на этот поджог срабатывание какое-то слишком лютое. Ух ты, а я тут чела прям разорвал. Но. Хорош. А чё так много урона? Тайдуху нашел, кстати. Ну да, надо отказываться, короче, от нефритового генерала. Я его вряд ли в 2 звезды соберу. Но знаете, по закону подлости, сейчас я вот продал нефритового генерала, мне будет идти нефритовый генерал, запомните. Это еще одно мое предсказание.
Я сегодня уже много чего напредсказывал, поэтому еще одно мое предсказание, что сейчас мне будет сыпаться нефритовый генерал. 100%. Ну, хотя бы Джекира в 2 звезды есть, это приятно. Это приятный бонус. Сделаю как-то такую расстановку. 4 дракона и 1 охотник. Бедный охотник. Ну, кстати, чел тут огромный. У него нереально огромная МРТ, если что, сейчас. У него посох 3-го тира, Мьёльнир. Да ты шо, о таком можно только мечтать. Там урона 1 000 000. А это еще посох 3-го тира не настака. Ну и прикиньте, он еще и посох 3-го тира настака. Это там забей, там урона будет космос. Единственное, что ему не повезло, скорее всего, с БКБ. Я думаю, он хотел себе БКБ найти. Нашел бы БКБ, было бы жестче. Оп, хитрец еще один сюда. И Траксу аж присумонил. Так, Пака в 2 звезды апаем. Пойдет. Это кусок мяса, который будет танчить. На самом деле, если бы здесь была куча героев ближнего боя, это в принципе герои, которые зависят от руки, то Пак не такой уж и бесполезный. Он накидывает 50% уклонения на всех, кого заденет. Так что Пака можно чисто так, в двоечку собрал, поставил и кайфуешь, сидишь. Я помню, кто-то кидал скрины в Телеграм, как они керрили Пака. Это на самом деле вообще жестко. Вы прикиньте, керри Пак. Ну, я как-то такого героя не признаю, потому что, как по мне, он довольно-таки слабый. Но чисто ради контента керри Пака можно попробовать сделать. А ну-ка, напишите в комменты, хотите увидеть керри Пака или не хотите увидеть керри Пака? Чисто по приколу. В топ-3 зайду. Покажу, что по итогу получилось с керри Паком. Я тут, кстати, каким-то образом чела вынес. Я думаю, что все-таки правильное решение принял. То, что закирил сейчас. Прикиньте. На долю секунды я не успел, только что, если что, забрать спектру, чтобы получить 5 монет. Но мне все равно денег не хватало. Ну и ладно, ну и хрен с ним. Реликвию яиц, если что, я дезактивировал. Думаю, все прекрасно понимают, почему я это сделал. Но кто вдруг не понимает, объясняю. Все просто и неприятно. Яйца не падают. Есть 2 яйца и, в принципе, хватит. Ну ладно, мне за все время 3 яйца упало. В принципе, уже реликвия максимально себя купила. Но намного было бы лучше, если бы я все-таки собрал бы себе какую-то панду в 3 звезды. Но сейчас я буду ролить предметы. Сейчас надо будет посмотреть, что сначала мне упадет. Против этих 5 драконов я хочу себе на самом деле найти БКБ. Хоть у меня и есть шар бездны, но мне нужен будет БКБ. 100% мне надо БКБ, потому что там чел уже и хекс нашел себе. И кунку в 3 звезды собрал, чисто на сдачу так. С обедов откладывал, собрал себе кунку в 3 звезды на 9 уровне. Скилды только. Хрень. И генерал, кстати, идет. Я же забуксовал на месте. Генерал пришел. Кстати. О птичках. Генерал пришел. Вот так вот, ребята. Кстати, Никса буду покупать. Да, я буду собирать Никса. Я думаю, все прекрасно понимают, для чего я буду собирать Никса. Но это будет огромнейший развал. Так, я думаю, одним клевером можно пожертвовать. Это можно было бы целых 2 клевера схавать. Ну ладно, одним пожертвую. Дай Агоним, пожалуйста, с рандомного предмета. Агоним. Отлично. Все. Аганчик есть. Поехали. В Джакира, кстати, закину сейчас предмет на Макурон, чтобы плевок был сильный. Ух ты. Варлок тут звездочных големов засумонил, но это ему чуть не помогает как-то. Сладкий, давай сюда, Винстрик. Давай, давай, не жалей. Спасибо. А, у него хаотичный договор. Панда убийца сыпется, это, конечно, круто. Но лучше бы магическая панда мне сумонилась сейчас. Блин, такая игра долгая. Но она конкурентная, очень конкурентная.
самом деле БКБ это имба. Лютая имба. Шесть магов я не соберу. Мне нужно Никса в 2 звезды собрать. Короче, делаем так. Я буду этого Эмбера продавать. Мне нужен Никс. Против прокаста драконов Никс это имба. Боже, да вы посмотрите на его предметы. И он еще и кунку в 3 звезды собрал. Это же караул. Ого! 3000 урона он мне с корабля накинул. А, ну у меня тут шара бездны нет. Все, поехали. Там сейчас будет 1 000 000 урона. 3600. Я аж волшебницу морскую засумонил. Да, это печально. Надо Никсам. По-любому здесь нужен в этой игре Никс. Гадалки не ходи, Никс необходим. С помощью Никса я эту игру выиграю. Ну, кстати, я возьму себе шар бездны, чтобы меня так сильно не выносили, потому что что-то как-то было грустно. Было очень грустно. В будущем, когда Никса найду, продам себе панду-убийцу. И поставлю всех кучно, чтобы Никс в это время кастовал свои карапасы. И все прокасты от магов летели в этого Никса. Надо, кстати, будет предметы рольнуть еще. А безруш мне не нужен, потому что... Ну, он тут бесполезен, безруш этот. Боже, как же меня выручает БКБ, вы просто посмотрите. Если бы у меня не было этого БКБ, я думаю, он бы меня так сносил. Так бы было бы мне больно. Кстати, -1 дракон. Нет, там чел такой жесткий. Жесткий. На 9 уровне нашел себе кунку, нашел себе котла. Нормально чилится. Но вот этого игра только интереснее, понимаете? И Тайт, и Никс. Так, ладно. Это намного важнее сейчас, понимаете? Магическая панда мне плохо идет. И на самом деле мне нужен Хекс. Ну, кстати, я возьму, наверное, щит 5 тира, чтобы хоть как-то, но вернуть урона. Боже, какой он там огромный на кунке. Ладно, пока что в Джакира закину. Давай корабль. В Никса. Никс не сдохни, Никс не сдохни. А, он и так проиграл. Фух. Я думал, сейчас будут печальные новости. Короче, я в Никса, кстати, предметы закину. Опа, кстати, сейчас столько бабла получу. У меня же сейчас активирован рейд ночных зверей. И магическая панда сейчас должна это все формануть. Вообще, мне нужно реально хекс найти. С хексом я сразу могу минус несколько целей сделать. То есть минус 2 цели у меня будет из-за того, что у меня есть магическая призма. Ну так вот. Хотел играть через хитреца, а по итогу играю через магическую панду. А я на самом деле давно не играл через магическую панду. Это вообще... Next level. Я критикую постоянно эту магическую панду. Тут он что-то как-то так нормально урона вносит. Пум. Реально очень много урона она как-то вносит. Кстати, наследие духа огня я сейчас отправлю в Никса. Если Никс сдохнет, то когда он сдохнет, он переродится, и у него будет сразу не в откате способность. Поэтому он сразу может свои карапасы еще раз юзнуть, как ману наберет. Полезная штука, на самом деле. С ней можно такие финты мутить. Мамора. Берем. Смотрите, закидываю магическую панду. Сейчас магическая панда у меня будет в 2 звезды довольно-таки быстро. Ну, 9 из 9 я уже не соберу в этой игре. Тут, скорее всего, игра быстрее закончится. Прикиньте, мне не хватает чуток. Шар бездны я скипать не могу. Наследие духа огня я не хочу скипать. Предметы у него обалденнейшие. Он в котла еще все это закинул. Ну, Никс должен справиться. Плюс у меня щит 5 тира есть. Короче, мы должны все пережить. Все будет хорошо. Вот. Ну, предметы там, конечно, шик. А ну-ка смотрим.
Ой, хорошо. Никс немного урона вернул. Жить, жить. Кастуй. Ой, хорошо, ой, хорошо. Отлично. Я котлу стаки сбил. Все, я красавчик. Большего и не надо мне. Серьезно, большего мне и не надо. Там еще и второй чел меня выносит. Как же это неприятно. Какой-то бред с этим щитом 5-го тира, если честно. Как-то он очень слабо спасает. Сейчас немного сделаю такую расстановку, чтобы поближе к его прокастерам быть. Самое главное это котел. Просто сбить ему каст, чтобы его способность улетела в КД. Как же мне не хочется магической призмы лишаться. Боже, это очень полезный предмет. А если хексный, то там будет минус 2 цели. Да я по сути ничего не могу сейчас скипнуть. Надо просто терпеть. Терпеть, может быть, до 45-го раунда дотерплю. Может, чувака с 6 хп сейчас вынесу. Либо я, либо кто-то другой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, как на самом деле панда нормально так урона наносит? На секундочку. Я, по-моему, сдох, кстати, тут. Да, я тут сдох, к сожалению. Ну, его, кстати, другой чел вынес, так что хорошо. У нас здесь круговорот сансары. Хекс, пожалуйста. Возьму вот этот вот предмет бессмертия. Буду пытаться его переживать, буду пытаться его дамажить. И на всякий случай, наверное, мне стоит морских собирать. Нужен ли мне варлок? Вопрос. Вообще нет, не нужен мне варлок. Морские нужны, варлок не особо. Ну, кстати, на секундочку-то 2700 урона. С пролета его. Бэм! А ну-ка, Никс, приколи его. Боже, это идеально. Если я соберу себе... Хотя вряд ли уже соберу. Короче. Есть идеи у меня некоторые. Мы можем скоротить отказ. Хотя не, подожди, без драконов я буду юзлесс совершенно. Но, может быть, я морских лучше всего поставлю, чтобы возвраткой просто уничтожить этого мага без единого шанса. Хотя и через Никса прикольно. Кстати, сейчас всех кучно поставлю. Сейчас посмотрим, как оно будет. Вообще должно быть эпично. Кунка должен свой корабль 100% кидать в эту толпу. И если Кунка будет кидать свой корабль в эту толпу, когда там будет карапас и Никса, это сразу будет минус Кунка. То же самое касается и котла. Котел весь урон себе вернет. Ну-ка, сейчас посмотрим. А вот тут, кстати, проблема небольшая. Я могу не затащить сейчас этого дракончика. Скажем так, второго Рошана могу не затащить. Рошан появляется, если что, на 50-м раунде. А это, по-моему, Звернянь зовут его. Да, Звернянь его зовут. Потеем, потеем. Потеем за каждую победку. За циферки потеем. Не, на самом деле это тяжело. Тяжелая игра. Но на самом деле она тяжелая чисто из-за того, что мне плохо шли панды. Типа я сейчас взял на характере, сыграл на пандах, но на самом деле мне очень плохо шли эти панды. Если бы мне немного получше шли эти панды, было бы намного лучше. Я бы намного быстрее собрал себе нужные фигуры. Была бы у меня как минимум одна трехзвездочная фигура. Второй бы Агани бы я закинул в другую панду, в того же хитреца, и было бы намного лучше. Был бы у меня нефритовый генерал, было бы тоже намного лучше, потому что это, извините меня на секунду, это стан 4 секунды от нефритового генерала. Так что я думаю, что
Чуть-чуть получше бы шло, было бы вообще кайф. Смотри, цепочку берем, естественно. Куда же без цепочки? Перерождение закидываем в Никса. Цепочку я забираю себе. Чем мы можем рольнуть? А мы ничего не можем рольнуть. У нас все есть, поэтому ролять мы не можем. Я, кстати, закину в Никса сейчас предметы, хотя, наверное, знаете что? Чего? Ты сейчас серьезно? Вы видели, что чел сделал? У него стоит сейчас 5 драконов. Он ставит себе перчатку. 5-го тира в котла. 3-звездочного котла. Это такая хрень. Вы сейчас сами убедитесь в том, что насколько это лютая хрень. Там урона не будет вообще. Просто 700 урона с его прокаста. Серьезно? 700 урона. Да. Какая же это хрень. Вы видели, сколько он урона мне наносит? Он вообще мне ничего не наносит. Это была его ошибка. Дай мне яиц, пожалуйста. А ну, пусть будут на самом деле морские на всякий случай. Но он лютую ошибку сделал. Он сделал лютую ошибку. Он сам себя переиграл. Ну все, это сейчас будет конечное. Он из-за того, что поставил себе перчатку 5-го тира вместо тех предметов, которые у него были. При том, что у меня только из контроля, ну, антиконтроля было БКБ и антиурона. БКБ и шар бездны. Это на самом деле идеальный предмет у меня против мага. Но когда мы остаемся 1 на 1, у моей магической панды так урона не хватает. Ну, в принципе... Ух ты. Чисто ваншотнул только что котла. Хорошо. Давайте вынесем его. По брику, пожалуйста. Выносим, выносим. Просто 600 урона с корабля. Там он мне кораблем почти 3000 урона наносил. Тут же он мне кораблем наносил. Красавчик. Вот это я понимаю. Реализовался, чел. Реализовался на 200%. 100%. Ну, спасибо. Спасибо ему за победку. Спасибо, что он челика на 3-м месте вынес. Ну, на самом деле, он вынес... Вообще, он в этой игре скилловый. Он на 9-м уровне нашел себе котла в 3 звезды и кунку в 3 звезды, на секундочку. Я не менее скилловый, естественно. Я там скилл проявил вообще на 200%. Чисто божественный скилл показал. Но он показал еще лучший скилл. Но, блин. Его ошибка была в том, что он играет через драконов-магов. У него кунка мне с корабля сносил 3000 хп на секундочку. Да, ну, игра на самом деле эпичная, короче, мне понравилась. Она была хардкорная, она явно была непростой. Челик на 5-м месте на охотника, который нашел себе Муэрту в 3 звезды на секунду. Не нашел себе БКБ и отлетел закономерно, и слава богу. Ну, как бы, так должно быть. На каждого скилловика найдется свой скилловик. И вот на него нашлось. Хотя он так уверенно шел, я думал, что я его не смогу вынести никак. А по итогу я его-то не выносил. Его выносили другие. Но у него была ранее Муэрта. Ну, короче, я его тупо пережил. На самом деле, я и 3-е место тупо пережил. Возможно, я бы, если бы не вынесли вот это вот 3-е место, которое был с огромным личом, я, может быть, даже этого лича бы не затащил. Хотя, кто знает, может быть, и затащил бы. Но это мы уже не узнаем. Самое главное, то, что я вырвал победу зубами чисто из-за того, что чел совершил огромнейшую ошибку. Я не знаю, что он искал из 5-го тира, но он что-то искал. Ну, флаг ему в руки. Нашел. Просто подарил мне победу. Так что огромное ему спасибо за то, что подарил мне победу. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк и подписаться на меня, если ты еще не подписан. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. Все ссылки
На мои соцсети находятся в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!